Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю общий расклад Таро для женщин на тему «Мужчина, который сделает тебя счастливой». Ну, или мужчина, который сделает вас счастливой. Ну, для мужчин этот расклад вряд ли подойдет, если только мужчины не хотят посмотреть, может быть, какие-то качества свои, которые стоят, может быть, изменить в себе или проапгрейдить, или как-то, может быть, с критической точки зрения посмотреть на эти качества, да, ну, в характере или в поведении. Давайте посмотрим. Расклад будет полностью по наитию и вот из потока, да, как говорится, и сколько, ну, что будет выходить, да, какие моменты, на что, может быть, стоит обратить внимание, и для женщин тоже будет интересно вот этот момент как бы прояснить. Давайте посмотрим. Первая карта. Смотрите, расклад актуален для женщин, которые ищут, ну, во-первых, женщин земной стихии. Это чистый, например, Козерог, Дева и Телец. Ну, вот особенно, да, вот для женщин Земли, да, вот так вот назовем. Или земной стихии. Ну и для тех, которые ищут именно вот стабильность, достаток, которые ищут отношения, ну, давайте так скажем, чтобы их обеспечивали, да, давайте вот так вот напрямую, да, выразимся, да, чтобы не бедствовать, да. И если вот вы ищете именно, ну, если вам все равно бедствовать, не бедствовать, да, то, ну, тоже неплохо, но вот именно вот с таким вот подтекстом, да, то есть как бы для тех, кто стремится именно вот к каким-то вот таким благостям, да, семейным, может быть. Это, кстати, семейная карта больше. Вот, а что-то у меня полколоды прыгнуло. А что такое? Это вторая половина прыгает, да? Хорошо. Итак, расклад актуален для женщин Земли, земных стихий и для женщин, которые стремятся именно быть обеспеченной. И, может быть, даже где-то, ну, не заморачиваться по поводу денег в семье, да, чтобы вот всю зарплату отдавал, да. Ну, не всю, но как бы не было проблем с деньгами. Да, кстати, загадывайте желание. Ну, смотрите, да, действительно, расклад актуален для женщин, которые ищут перемены к лучшему, особенно вот в материальном плане. И, может быть, вы такого и найдете. Посмотрим, какой, кстати, мужчина выпадет, да, тут может быть что угодно. Ну, чтобы можно было, да, прийти, например, в какой-нибудь бутик, купить сумочку, да, а на сдачу еще одну сумочку, да. Или, например, пришел в бутик, классная сумка, да, надо брать. Заверните, пожалуйста, 2, да, вот как-то так. Тоже, ну, такое вот для ищущих перемен в лучшую сторону, но опять-таки тут все в материальном аспекте, поэтому смотрите, мужчины, имейте в виду. Ну, здесь вот как бы вам стоит немножечко поднапрячь себя в материальном плане, где-то, может быть, больше крутиться, да, или больше напрягаться в плане того, чтобы, как бы, может быть, более спокойно обеспечивать запросы, да. Ну и расклад для тех, кто хочет как бы соответствовать, для женщин, которые хотят соответствовать моде, стилю, да, вот такое вот, для таких модниц, да. Ну вот проблема у женщины в чем, да, что-то оно непонятно, не идет и не идет. Вроде то первый пришел, да, вот не такой, не соответствует, например, там мало, да, например. Второй пришел неактивный какой-то, да, вот вторая карта активности. Третий какой-то скучный, да. А какой четвертый? Тут вот, знаете, есть у женщины проблемы, именно вот могут быть у вас проблемы, что вас тяжело чем-то удивить. Вот вы мне напишите, поставьте, пожалуйста, на паузу, вас легко чем-то удивить или тяжело уже чем-то удивить, да? Как бы смотрите, выпадают пока женские карты, да. Ну, вот единственное, тут мужское проявление. Вот это больше так. Хорошо, давайте дальше смотреть. У меня такое ощущение, что вы уже немножко даже как партнерша, да, немножко подустали ждать, да, потому что у вас несоответствие запросу. Запрос высоковатый у вас. Это очень высокий запрос, сразу говорю. Поэтому вам и найти такого партнера достаточно, возможно, и тяжело. 4 чаш, да. Ну, это как минимум пресыщение. Возможно, вот здесь вот есть некий инсайт сейчас для женщин, да. Возможно, стоит подойти немножечко по-другому к этому вопросу и свой запрос к партнеру немножечко снизить, да. Ну, может быть, не надо там
директора или руководителя международной корпорации, можно хотя бы там управителя какого-то маленького, да, какой-то маленькой фирмы, да, ну, как вариант, да, то есть снизить запрос, да, пока что месседж такой. Давайте смотреть, а какой же мужчина идет, все-таки ищем мужчину. Ну, здесь смотрите, здесь есть рыцарь мечей, пока что самые первые проявления мужчины у вас воздушные, но это больше не мужчина как бы как таковой, а это направление движения. Во-первых, вам желательно, карты подсказывают, двигаться, знаете куда, на север. Вы сами на востоке, ну, больше как бы на востоке, да, если условно говоря, вы на востоке, то вам как бы на север больше, да, на север. Вот это запад, вам как бы на северо-запад. Если вы, особенно если вы на востоке. То есть вот и женщине, и подсказка, нужно немножечко менять вектор. С одной стороны. С другой стороны, мужчина может быть постоянно в движении. Это рыцарь мечей или рыцарь воздуха. Мужчина может быть близнец. Но пока что мы смотрим это пока не как мужчину, да, он может быть близнецом, любым воздушным знаком, тоже присматривайтесь. Мужчина может быть связан с оружием, с поездками и где-то со скоростью. Это скоростная карта. Окей, давайте еще посмотрим пока что. Но это не четкое проявление мужского аспекта. Это векторы пока что. Мы ищем короля. Королей, да, как минимум. Поэтому, как минимум. А лучше императоров, да? Напишите, вы кого ищете, короля или императора? Или, может быть, мага. Смотрите, есть тут у вас вопрос с прошлым браком, во-первых. Вам нужно разобраться, и вам нужно так сделать, чтобы, пока, видите, королей нету, поэтому все идет для женщины информация. Это для вас поток открытый. Вам нужно полностью закрыть конфликт и споры в прошлых отношениях. Смотрите, вот эти три карты, они по привязке к прошлому дают намек на отсоединение, вот это вот отсечение, вот эти вот. То есть вам, чтобы найти мужчину, почему долго мужчины нету в вашем поле, а вот это ветреные мужчины, они у вас вроде бы как мужчины есть в окружении, но вот такой, который действительно сделает тебя счастливой, ну, давайте не смотреть счастье в богатстве, да, а именно счастливой. Видите, центральная карта здесь скука. Скука это есть что такое? Скука это, можете на паузу написать, поставить и написать, что такое по вашему мнению есть скука. А я сейчас, ну вы пишите пока на паузу, а я проговорю, а вы потом вернетесь к этому месту, уже пишите. Ставьте на паузу, пишите. А я говорю, что скука это есть состояние души. То есть для того, чтобы это состояние души у вас поменялось, гештальты в прошлых отношениях у вас должны быть полностью завершены. Все. То есть вы никак не должны... Ну, вы должны быть уже в разводе, не должны быть, не иметь никаких треугольников, никаких любовников и так далее. Вы должны быть полностью свободной и готовой для, ну, для бракосочетания, давайте так скажем, да, для официальных каких-то отношений. Вам не нужны никакие там, как говорится, финдики-миндики, або фигли-мигли, да. Хорошо. Давайте смотреть дальше. Пока мужчина не выпал, будем пока ловить для вас инсайты. Но вам тоже, кстати, можно рассчитывать на брак. Смотрите, хорошая карта все-таки выпадает. При одном условии: отсечении прошлого и где-то состояние души. Но ваше состояние души, скорее всего, связано с прошлым, от которого вы хотите убежать или избавиться. Окей, идем дальше. Так, урегулирование это то, о чем я говорю. То есть урегулировать все гештальты, все прошлое закрыть. Вы еще, у меня такое ощущение, что вы как женщина можете быть связаны с правосудием, с юстицией. Тут оно тоже идет. И вы человек искусства где-то, да, или может быть любите искусство какое-то. Может быть изобразительное, земное, может быть растительное искусство, музыкальное искусство и так далее. Это карта алхимика и человека, который искусно владеет чем-то. Но опять-таки, смотрите, урегулирование здесь падает именно на женщину, поэтому женщине нужно урегулировать вопросы прошлого. И где-то состояние вашей души все-таки, видите, оно требует некого подъема. А у меня вот почему-то такое ощущение, что вот, учитывая вот эту агрессивную карту, в прошлых отношениях вас кто-то зацепил, агрессивно зацепил, обидел. Ну, это может быть или чувство... Четверка – это обида, чувство вины часто, да, вот, ну, как правило. Это может быть кто-то вас очень сильно жестко обидел в прошлых отношениях. Вы это до сих пор несете, и оно
не дает вам пока что найти свою родственную душу. Вот это просто пока инсайты, которые вам могут помочь. Так, вы ищете настоящую любовь, и вы действительно, возможно, ищете себе родственную душу. Что это? Это правильно или нет для вас? Вот смотрите, в этом раскладе это правильно. Вот в этом раскладе. Ну, не всегда нужно искать себе родственную душу. Иногда вы как бы там не искали эту родственную душу. Ну, часто, точнее, как бы вы не искали родственную душу, вы найдете себе кармические отношения. Почему? Потому что вот как раз вот о чем я говорю. Закрыв гештальты прошлого, вы можете найти родственную душу, а не закрыв гештальты прошлого, вы будете повторять вот эти вот ошибки, да, свои отработки, и попадать будете в кармические отношения. Поэтому, скорее всего, вы уже, наверное, сделали отсечку, да, вот то, что я вижу здесь. А если еще не сделали отсечку, то подсознательно, ища родственную душу, тормозите в том месте, где вы не закрываете гештальт. Вы вот видите, вот и сидите в позиции, да, смотрите в прошлое, никак не можете рвануть вперед, да, у вас рывок этот, он затягивается. Ну, это как бы не повешенного карта, но она в предповешенном состоянии, то есть ни туда, ни сюда. Меч самурая, да, здесь. А здесь видите, какая она, совершенно другая, да, с перевернутым мечом, лицом. Поэтому смотрите, да, действительно, вы правильно делаете, если ищете родственную душу. Но путь к ней открыт и ускоряется только при отсечении прошлого. Прошлые отношения закрыты, видите, если. Тогда вы двигаетесь вперед и объединяетесь. Не закрыты, будете буксовать. В 12-м аркане, в 14-м аркане, в 11-м аркане вы будете тоже буксовать. Если что, я вам скажу сразу, королева Пентаклей не самая активная карта, это очень такая, знаете, выжидающий прыжок, да, с точки зрения Козерога. Да. Хорошо, дальше. Давайте смотреть, ищем того мужчину. Что ж мы тут? Что-то у нас к нам сегодня мужчина уже 13 минут не торопится. Мужчина, ты где? Эй. Ну, смотрите, есть внутреннее сопротивление у вас. Вот смотрите, вы не просто так нашли это видео, да, я не знаю, как его назвать. Давайте, может быть, мы его и назовем так. Вы не просто так нашли это видео. Этот мужчина сделает вас счастливой. Но у вас есть внутреннее сопротивление. Вот вы пребываете, смотрите, интересно как. Королева жезлов, да, вроде бы вы как бы, вам нужно быть вот такой активной, управляющей. А вот оно падает, эта четверка, да. Под королеву жезлов, над королевой жезлов, да. То есть над вашим управлением есть вот такая заторможенность. Откуда она взялась? Ну, она, скорее всего, взялась из-за какого-то очень сильного стресса и потрясения в предыдущих отношениях. Очень сильный стресс. Ну, аркана смерти тут нету, вроде бы все живы, да, хотя ангел есть, да. Но может быть у вас такое, что кто-то, какая-то вдова смотрит здесь, и тогда бывший муж не отпускает, и, соответственно, как бы вы залипли в этом состоянии, да, то есть, ну, может быть такое. И вот смотрите, сопротивление в чем, да? Сопротивление в том, что у королевы жезлов очень много энергии. Должно бы быть, да, должно бы быть. А оно вот в голове что? В голове эмоция и чувства, которые не отпущены, которые нужно как бы поменять, прокрутить. И вы вот в этой восьмерке в петле крутитесь и зависаете. Хорошо, дальше. Здесь расклад актуален и особенно для женщин земных и для огненных. Смотрите, вторая королева выпадает. Дальше, если у вас вдруг был развод или вы разошлись с каким-то мужчиной из прошлых отношений, и вы, например, земная, то обратите внимание, если вдруг вы подозреваете, что по магии увели мужчину, то у вас вы должны идти вперед только без влияния вот этой вот тогда соперницы. Она есть здесь, она как раз под проблемной картой ложится. То есть первопричиной это блокировка вашей энергии. И если соперницы не было, то это ваша блокировка с какой-то травмой, да, психологической, физической, эмоциональной, психоэмоциональной и физической в том числе. Или это проделки, условно говоря, там, алхимия соперницы. Вот эти моменты имейте в виду. Здесь просто как подсказки высших сил. Так, где же этот мужчина? Еще раз, шанс у вас есть. Шанс найти его. И шанс на счастливую, обеспеченную жизнь вы ищете. Да? Вот вам высшие силы подсказывают. Вот он есть. Поэтому все делаем так, как вы слышите здесь. Пользуйтесь подсказками этого расклада. Двигаемся, не сидим на попе. Отрезаемся от прошлого. И если вы уже эти дела все эти делаете, то, скорее всего, вы идете в нужном направлении. Или делали.
И вот все, смотрите, мужчины пока нету. Мужчины пока нету, значит, я вам даю такие причины. Значит, первая причина, то есть ваши прошлые отношения, в которых вы имеете обиду и чувство вины перед партнером. Соперница, магия соперницы. Но смотрите, особенно если вы королева жезлов или огненная женщина, овен, лев или стрелец особенно, то у вас могут быть, если у мамы подобные проблемы были, как у вас, то есть может быть здесь родовая программа, мы не смотрим здесь диагностику, но я просто вижу, что две женщины, особенно если это ваша мать, особенно если она земная, а вы огненная, то вот здесь это тоже может быть как третий вариант. Двигайтесь в правильном направлении. Вот. Давайте смотреть дальше. Путь к счастью и зерно, которое есть у вас на пути к вашему счастью, оно обязательно, оно обязательно прорастет, это зерно. Окей. Ну, смотрите, первый мужчина, который выпадает, и проявление мужчины, здесь Иерофант. А Иерофант — это отец. Поэтому здесь у меня пока что сноска на отца еще. Поэтому это родовые программы могут быть вам. То есть мешать вам могут родовые программы. Просто имейте в виду. Бывший муж может мешать, особенно если покойный, особенно, еще раз, видите, смотрите, это ангел, если ушел человек, под ним, да, как отец, если вы вот как вдова имеете там детей и долго идете к отношениям, но не можете их найти, то причина вот незакрытый гештальт с мужем бывшим. Это раз. Покойный, непокойный, неважно здесь. Особенно покойный в том числе. Но еще один выпадает близнец. У меня пока что близнец на первом плане. Иерофант. Этот мужчина идет вам для того, чтобы что-то вам дать. Какую-то информацию, чтобы вы с ним научились чему-то все-таки, да? Но искать родственную душу вам, в принципе, можно по вот этим картам. Это все оно у родственной душе может быть. Хорошо. И у меня такой поток еще открывается, что этот мужчина дан вам свыше. Ищем королей. Мир. Ну, смотрите, родственная душа здесь может быть, но я вам так скажу, здесь Уроборос, и цикл должен быть закрыт. Поэтому у вас новый мужчина может быть связан с переездом, может быть уже в другой стране, не в той, в которой вы родились, за пределами той страны, в которой вы родились. Здесь можно потенциально рассуждать не только о духовной связи, но еще и о рождении детей. Это зерно, это семя, это дети, это семья, это оплодотворение и брак. То есть у вас может быть и брак, и даже, возможно, дети, но тут уже все по возрасту смотрите своему, да, по физическому. Вот оно, сопротивление появляется ваше. У вас не должно быть никакого сопротивления для новой жизни. То есть абсолютно, смотрите, какое сильное сопротивление. Ни одного короля не выпадает. Только вот есть близнецы у нас и все. Хорошо. У вас не должно быть сопротивления. Вы этого мужчину встретите, и вы почувствуете эти родственные души. Но только при одном условии, если не будет никакого сопротивления у вас внутреннего, еще раз говорю. А это внутреннее сопротивление будет отсутствовать, когда вот эта карта будет закрыта. Смотрите сначала, да, о чем я говорил. Это мужчина, который, смотрите, вы о нем мечтаете. Это ваша мечта больше. Но вот нельзя отказываться от своей мечты, вам карты говорят. Вот не отказывайся, не сопротивляйся своей мечте. Вот мечтай. Чем больше ты мечтаешь, тем лучше. Семерка, паж кубков, да, но он как вот у меня как будто бы он мечтающий, да, такой мечтательная карта, да, здесь идет. Как будто он мечтает о тебе, а ты мечтаешь о нем, вот здесь, да, и он мечтает о тебе, он ищет тебя уже, мечтая о тебе, как паж, да, но вот она мне семеркой кубков, и все идет, эта карта здесь. Поэтому смотрите, здесь мужчина, который тебе идет, он тебя как бы воодушевит, омолодит, да, только вот это вот без сопротивления должно быть. И сопротивляйся, если будут, вот смотри, вот здесь это идет мужчина, который идет к тебе, да, сделай тебя счастливой, он не должен быть моложе тебя, смотри. Почему? Вот Иерофант — это старший мужчина. Вот здесь это материнский аспект, это сопротивление. И ты для него матерью
ну, как бы, быть не должна. Ну, хорошо, даже если он моложе, то вы не должны играть в маму и в сынка, да, вот в таком плане. Потому что паж здесь выпадает, а у тебя между пажом и между миром и пажом, да, это материнская карта, это детская карта, сопротивление очень сильно. То есть лучше как минимум искать партнера старшего, но если выстраиваешь отношения, он не должен быть ребенком. Он должен быть взрослым, да. Здесь рыцарь жезлов. Смотрите, какое очень сильное сопротивление. Мало того, он не должен быть любовником твоим. Смотри, сопротивляйся мезальянсу и любовнику. То есть он не должен быть женат. Не должен быть. То есть он должен быть свободным уже. И его влияние на него жены, но если вдруг она была, да, или вообще не должен быть жена, да, или там первая, да, жена, или уже вообще никакого влияния. То есть вот он должен быть идти тебе чистым, да, абсолютно уже без связей. Но опять-таки тогда, чтобы такого притянуть, мечтая о таком, да, не должно быть внутреннего сопротивления, и у тебя такого же не должно быть. Видишь, мы постоянно повторяемся. Тогда таким образом родственная душа твоя найдется. То есть это очищенный процесс. Вот он родственная душа, и вот он очищенный процесс, освобожденный. Вот он идет здесь. Хорошо. Смотри, ни одного короля нет. А где же короли? Хорошо. Смотрим. Пока что самый близкий знак, но все-таки воздушный. Близнецы идет. Немножко намек на стрельца. Но все-таки мы ищем короля. Девятка кубков. Это внутреннее состояние твоей души, но и также намек на то, что мужчина, который к тебе идет, на него влияния быть не должно уже внешнего, да, то есть он как бы изолирован от семьи, от вот этой десятки кубков. Поэтому действительно ты идешь к счастью именно с мужчиной, на которого нету влияния. Нету влияния, да, то есть на него никто не давит, не вынуждает его. Отсюда и вот это вот сплетение энергетических потоков. Мужчина, который уже должен, ну, как бы, может быть, который добился своего, он, может быть, уже был когда-то в браке, да, но обязательно должен быть в разводе, да, то есть он не должен быть уже связан ни с чем, да. Хорошо, и этот мужчина, он успешный, счастливый. И смотри, здесь ты его действительно будешь чувствовать душой, потому что 9,9, 18 это по луне, как бы ты душой будешь его чувствовать. Должен появиться внезапно, как, может быть, даже как гром среди ночи, среди ясного неба. Башня. После какого-то потрясения он к тебе идет. После какой-то серьезной неудачи. И эта неудача, она у тебя, ну вот по жизни она возникнет, да, и потом ты будешь как будто бы освобождаться от этой неудачи, проходить какой-то, да, вот такой посттравматичный период, реабилитационный период, да, но высвобождаться от этого. Смотри, 21 мир, и вот он 21 мир, да, он у нас, они рядом, эти прям карты. Окей, а смотри, а мужчин этого все нет и нет, то есть это тебе все нужно прожить. Кстати, может быть, даже к этому времени ты успеешь добиться успеха в каких-то своих делах. И, может быть, даже и освободишься от вот этой девятки, придешь в девятку кубков, освободишься от четверки кубков. Окей. Да, тебе придется еще до этого мужчины пережить какой-то жесткий обман и, может быть, даже предательство. И вот смотри, у меня такое ощущение, что ты от него и идешь, от обмана и предательства. Вот напишите, поставьте сейчас на паузу, напишите, вы идете от обмана и предательства. Почему? Потому что, видишь, мужчины до сих пор нет, это все твой путь еще идет с некими намеками, да, и подсказками. Вот откуда, да, где эти короли? А нету. Поэтому нужно, вот смотри, семерка и пятерка, 12, вот он повешенный, вот 11 весы. То есть нужно отвязаться от вот этой боли, страдания, обмана и предательства, и какой-то неудачи. Если у тебя родовая программа или кармический, ну, родовая программа по родителям, по маме особенно, ну, тут отец тоже есть, или по мужу, да, или кармический узел с мужем, может быть, такое тоже
Вот от него нужно, вот ты его должна, еще раз один намек, еще раз тебе высшие силы прямо сейчас говорят, разорви вот эти все связи, которые, ну там, громом, молнией, я не знаю, электрическим разрядом в своем пространстве, тебе нужно прокалить свое пространство так, чтобы озоном пахло, да, как в мае после, ну там, в горах или там, где после дождя, после грозы, окей? И смотри, вот эта озонация, да, она же как бы об облегчении дыхания. Видишь, ты сейчас переживаешь вот эти все карты. Вот смотри, идет пятерка, вот она четверка, она состоит, вот я ее сейчас так вот положу на жабу, она состоит из вот этой башни, из вот этой пятерки, из вот этой семерки, из вот этой пятерки опять. И смотри, здесь 5 и 7, 12, и здесь 7 и 5, 12, да? А тебе нужно, чтобы подойти к этому партнеру, я сказал, что нужно быть вот такой счастливой и успешной уже. И тогда вот это все рассыпется, да, то есть тут у меня вообще идет какой-то, знаешь, как будто бы либо ты сама этого не хочешь, сопротивляешься этому, да, либо есть какой-то блочок все-таки. Ну ладно, это все на диагностике надо смотреть, какой блочок и так далее. А мы здесь смотрим, какой мужчина. Вот мы же ищем короля. Эй, короли, вы где? А ну давай, где король? Это карма, это кармический где-то узел, может быть, фон. Тебе, знаешь, как тяжело это будет этого человека найти на самом деле. То есть это нелегкий труд у тебя. Нелегкая работа, нелегкий труд, да, то есть, ну, нелегкая задача, десятка жезлов. Как будто бы судьбоносные задачи какие-то нужно решить. Но это тяжелая карма, тяжелые испытания. Ты идешь к ним через переход. И идешь через силу. Понимаешь, вот оно. Девятка вот это вот жезлов и вот эта огненная карта, они о том, что ты пока не станешь опять сильной, то, соответственно, мужскую силу ты себе не притянешь, а будешь притягивать только пажей. А тебе пажи не нужны. Вот они, пажи, не нужны они. Уже был, ну как бы, высшие силы говорили о том, что на них не надо. Нужно что-то сильное. Вот тебе нужен сильный, но сильный мужчина придет только на сильную женщину. То есть тебе нужна эта сила твоя. А ты перебываешь, да, украинскую шпарю. Вот в этих картах сейчас. Вот ее главный сигнификатор, да. И вот эти вот совокупность этих карт. Вот такая беда сейчас. Окей. Дальше идем. Ищем этого мужчину, который сделает тебя счастливой. Знаешь, вот четверка кубков, да, контркарта против нее идет четверка жезлов. У тебя в душе должно быть не избыточно или не избыточно переполнено или избыточно пусто от чего-то, да, а избыточно комфортно. И вот эта девятка чаш и девятка жезлов, это избыточное такое тепло, как теплый чай, да, как имбирный чай, там какой-то малиновый чай. Напишите, какой вам чай больше нравится, с каким вкусом. И вот он комфорт. То есть на внутренний комфорт, на внутреннюю силу, вот как термоядерный реактор. Освобождение от 12-го аркана. Смотри, 8 и 4, 12, это как бы освобождение от этого всего. То есть еще будет у тебя, знаешь, какой знак? Будет знак, как будто будет какой-то праздник. Может быть, или праздник души, или праздник сердца будет. И вот этот мужчина, он идет через праздник к тебе. Через праздник. Да, все должно старое уйти. 13-й аркан появляется. То есть только, смотри, до сих пор нету ни одного мужчины. Вот поставьте на паузу, посчитайте, сколько карт выпало, и напишите, сколько карт выпало до аркана смерти. Вот сейчас мы с вами найдем. Это роковой мужчина. Только после роковых событий, только после того, как твоя жизнь полностью изменится, полностью после того, как все рассыпется, то, что должно уйти. Вот давай посмотрим, а что должно уйти? Что должно уйти из твоей жизни? Что должно уйти из твоей жизни? Паж мечей. Должен уйти мужчина, который моложе тебя, или мужчина, который либо ты о нем постоянно думаешь, либо он тебя тревожит и напрягает. Все, ты о нем, скорее всего, знаешь. Потому что пажи — это всегда проявление воздушного чего-то, да, или эфирного. А особенно, смотри, здесь паж мечей. То есть есть некий мужчина, который тебя просто, ну, по мечам он тебе приносит боль, страдания. Вот смотри, вот твои мечи, вот твои мечи, вот твои мечи, вот твои мечи. И все это проблема. И от прошлой пятерки кубков,
от прошлой пятерки мечей, это пятерка кубков, это горе вообще, да, горе-горюшка. Пятерка мечей, ну давай так, это предательство в лучшем случае или просто поражение какое-то. Семерка мечей, обман, измена, тоже предательство может быть. Это агрессия карта. Это вообще пресыщение каким-то, ну вообще совокупным трэшем. А это просто напряжение, да. Поэтому только после того, как ты вот... Ну, условно говоря, это может быть даже покойник. Тот человек, который умер, но он тебя, его душа тебя преследует. Услышал. Окей. Давай, что это за мужчина? Нам пажи не нужны пока. Мы ж уже слышали, да? Нам от пажей подальше надо быть. Итак, ставим на паузу и пишем. Сим намерением светлым своим, отсекая все прошлые негативные отношения и их последствия, я намереваюсь притянуть в свою жизнь императора. Аве император. В вашу жизнь войдет настоящий император, лучшая совокупность или лучшая суммарная или лучшая средняя арифметическая всех королей. Это может быть мужчина любой стихии, обращайте внимание на Овна и Тельца, но вообще это совокупность любого знака зодиака. Этот мужчина по-настоящему сделает вас богатой, счастливой, обеспеченной, и вы будете жить с ним счастливо, поскольку у этого мужчины обязательно хватит на вас любого ресурса, и он исполнит абсолютно все ваши желания. Но помните о том, что он должен быть абсолютно свободен при этом. Он не должен быть младше вас, а все гештальты с прошлыми мужчинами у вас должны быть похоронены и преданы забвению. Но как минимум они не должны вас больше напрягать, не должны притягивать вашего внимания и мрачных воспоминаний. Вам на них должно быть все равно. И тогда брак и союз между вами и этим императором обязательно свершится. И ангел-хранитель ваш, а также духовный лидер и наставник рано или поздно приведут вас к этому мужчине по судьбе. Сегодня очень позитивный расклад, и здесь где-то было прочитано, может быть, ваша... Вот в этом хаосе, который я сформировал, да, была прочитана часть вашей судьбы, которая совпадает или не очень совпадает. Но помните о том, что император на вашем пути обязательно сбудется. Именно потому-то и не выпал ни один король, потому что вас ждет. Ну нафіга вам король? Вас ждет настоящий імператор. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви і пам'ятайте, що вас чекає справжній імператор вашої душі, серця та вашого розуму. Саме такого, як ви чекали та довго мріяли. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.